свинка-повелительница монет, и копилка, и подарок, а еще и символ 2019 года. Я предлагаю вам сделать очень простую, но особенную поделку своими руками – свинку-копилку. Такую вы нигде не встретите, но сделав ее однажды, с ней никогда не расстанетесь. Досмотрите видео до конца и узнайте, что еще можно сделать с этой замечательной хрюшкой. Чтобы сделать копилку, я взяла розовую бумагу, обычную втулку, еще небольшой кусочек белого картона, красную пуговицу с двумя дырочками и фломастер. Втулка у меня серая, и я ее задекорирую. Отмечу полоску чуть шире втулки, закручиваю и снова отмечаю, чтобы получился нахлест. Вырезаю прямоугольник. Прикладываю втулку, чтобы с каждой стороны было примерно одинаково. Наношу клей и приклеиваю бумагу. Немножко подержу, чтобы лучше приклеилась. Буду наносить клей на втулку и аккуратно приклеивать. Можно, конечно, сразу промазать бумагу клеем, но мне удобнее так. Хорошо промажу и приглажу край. Розовую бумагу нужно завернуть вовнутрь цилиндра. Рассекаю ножницами по всей окружности, примерно по 1,5 см. Наношу клей и заворачиваю бумагу вовнутрь. Каждый клапан отдельно, чтобы край получился ровным и красивым. И последние несколько полосок. Я прижимаю пальцами по всему срезу. Точно так же я сделаю с другой стороны. Получился красивый нежно-розовый цилиндр. Располагаю втулку так, чтобы место склейки, шов, оказался сзади, и сжимаю картон. А теперь продавливаю картон с одной стороны, по чуть-чуть, и с другой. Пальцами приглажу картон. Между краями получилась узкая щель. Нужно, чтобы монетка легко проходила внутрь копилки. С одной стороны готово, а с другой нужно сделать донышко. Беру кусочек белого картона, ставлю копилку и обвожу карандашом. Вот такой кружок. Нарисую свинки 2 небольших копытца и сразу закрашу их черным фломастером. Вырезаю донцы с копытцами, чуть шире намеченной линии. Проверяю, чтобы шов располагался сзади. Я буду приклеивать донцы копилки горячим клеем, но клей ПВА тоже отлично подойдет, или любой другой клей для бумаги. Если донцы копилки получилось чуть больше, не беда, я просто отрежу лишнее маленькими ножницами. Все чисто и аккуратно. Теперь можно нарисовать свинке глазки фломастером, например, вот так. Но у меня есть готовые пластиковые глазки, и я размещу их вот сюда. Глазки можно посадить на горячий клей. Или приклеить их сразу, если они на самоклейке. Два глазика готовы, и зрачки прикольно двигаются. Вместо пятачка у моей свинки-копилки будет пуговичка. Опять мне поможет горячий клей. Забавный хрюндель получился. Рисую свинки, ручки, копытца. Одно. И вот тут второе. Закрашиваю, так будет ярче.
Посмотрите, как просто и здорово. Я оставила между копытцами свинки место. И знаете для чего? Конечно же, для монетки. Это может быть ваша первая счастливая монета. Все хорошо приклеилось. Моя свинка держит пятачок. Забавно? А сзади я нарисую свинке хвостик крючком. Такая свинка-копилка – это классная, а главное бюджетная идея для подарка. А вот и обещанный сюрприз. Свинка-копилка станет необычной елочной игрушкой. Всего-то и нужно сделать дырочки иголкой, осторожно протянуть нитку, завязать на концах узелки. Теперь свинку легко можно повесить на елку. Надеюсь, вам понравилась моя идея со свинкой-копилкой. Ставьте лайки, подписывайтесь, кто еще не подписан. И до новых встреч на канале Game Julia.